Ты заходишь в общую, щелкает замок, хлопает дверь и все. Назад дороги нет. Пахнет странно, жарко, тесно. На 10 коек 18 человек. Они лежат вплотную, кто-то вполголоса бубнит, кто-то просто смотрит. Прямо на тебя. Ты тут впервые, а они уже давно. И они это сразу видят. Слева нары, металлический каркас кое-где, облупленная краска. Матрасы тонкие, под ними доски. Головой к стене нижний ярус. Ногами к стене верхний ярус. Так положено. Кто-то читает, кто-то ворочается, кто-то готовит чай, кто-то смотрит в никуда. Камера как муравейник, только не шумный, а вязкий, плотный, набитый телами. И ты новый муравей, только пока никто не знает, с какой ты стороны. Запах. Если лето, будет тяжело. Потеют все. Вентиляции почти нет. Открыть окно? Забудь. Здесь нет окон, которые открываются. И все это прямо сейчас обрушивается на тебя. Психологически, физически. Это не кино, не сериал. Ты не смотришь, ты теперь здесь. Твоя голова пытается понять, что делать. Стоишь у двери. Вроде просто стоишь, а чувствуешь, как будто у тебя сзади дыра. Все смотрят, даже кто не смотрит, чувствуют. Главное сейчас не показать страх. Страх – самый громкий запах в тюрьме. И ты уже точно знаешь, здесь не армия, не школа, не лагерь и даже не маломестная камера. Общее – это другой мир, закрытый и беспощадный к тем, кто не понял, куда попал. Тебе нужно научиться дышать иначе, смотреть иначе, говорить иначе. Но пока просто дыши. Ты уже внутри. Теперь выживи. Ты оглядываешься. Потихоньку. Не пялишься, не сканируешь глазами. Просто оцениваешь. Кто где лежит, кто с кем, кто как себя ведет. Все, что ты видишь, это не хаос. Это структура. Здесь все поделено. Пространство, люди, роли. И главное, не смотрители. Главное, семьи. Семья – это не романтика, не брат за брата. Это правило, это защита. Это коллектив, в котором ты выживаешь. Обычно 3, может 4 человека, иногда 5. Первая семья главная. Она ближе всех к блатному углу. У них больше матрасов, больше места, больше авторитета. Они решают, кто с кем, кто где спит, кто что может, а кто не может. Семейник – это не рецидивист. Это не тот, кто по жизни сидит. Это новичок, как ты. Просто чуть раньше пришел, претерпелся, сориентировался, стал своим. Семья дает чувство опоры. Неофициально, но всерьез. За тебя могут заступиться, с тобой могут посоветоваться. Могут и выгнать, если ведешь себя как дурак. А есть и другие, те, кто вне семьи. Кенты по салу. То есть, пока ты делишь хавчик, вы кенты. Но закончится хавка, и все, связи нет. У рецидивистов семей почти не бывает. Там все проще. Ты мне, я тебе. Без сентиментов, без обстоятельств. Но ты не из них, ты пока новичок, и тебя будут рассматривать в контексте семьи. Здесь не будет теплоты, но будет порядок, и ты либо в него вписываешься, либо выпадаешь. Взгляни на нары. Матрасы – это тоже язык. У первой семьи матрасы с промежутками, у второй поплотнее, у третьей как килька в банке, а дальше голые доски, если повезет. Ты еще не в семье, но уже думаешь, а надо ли? Тебя заметили, тебя уже изучают. И все, что ты делаешь, станет частью твоего досье. Самый сложный момент – это первый шаг. Ты встал в проходе, все смотрят. Что делать? Говори громко. Здорово, мужики. Так, чтобы услышали все, даже те, кто делает вид, что спит. Не мямли, не говори дважды. Не пиши себе приговор с первых же слов. Здороваться с каждым лично – ошибка. Слишком суетно, слишком по-граждански. Здесь уважают тех, кто сразу все понял. Дальше – блатной угол. Он всегда один, обычно в дальнем углу камеры, напротив двери. Туда нужно идти сразу, но не бегом, не пятясь, а спокойно, четко. Как в трамвае, когда идешь к свободному месту. Там первая семья, или те, кто за нее держится. Они тебя ждут. Не то чтобы рады, но ждут. Они видят тебя, видят твою одежду, манеру говорить, твое волнение. И сейчас начнется разговор.
Он будет неофициальным, но важным, как экзамен без билетов. С какого района? По какой статье? В первый раз? Родные знают где ты? Вопросы простые, но каждый как рентген. Они не ради любопытства. Они считывают твою подачу, вибрацию, готовность. Не умничай, не крути понты. Здесь у всех есть история, у каждого срок. Никого не удивишь. Но и не мямли, не тупи, не жми плечами. Они могут вести себя вызывающе, презрительно, резко. Это спектакль. Для всей камеры, для публики. Не отвечай агрессией, не шипи, не подыгрывай им. Просто отвечай как есть, без понтов, без страха. Это их территория, их сцена, их театр. А потом разговор закончится. Тебе скажут, куда лечь. Или не скажут. Тогда сам найдешь щелку на нарах. И все, ты принят. Или пока допущен. После разговора наступает самое интересное. Тебя либо направят спать, либо просто махнут рукой. Сам найдешь. И вот тут начинается квест. Нары заняты. Почти все. Лучшие места уже распределены. Почти всегда. Ближе к окну, дальше от дички. Там лежат те, кто давно. Или те, кто на особом счету. А что ближе к дичке? Там шныри, там полотеры. Там те, кого называют опущенными. С ними никто не хочет лежать рядом. Это как стигма. Неважно, кто ты, если лег туда, считай, приговор сам себе выписал. Иногда спят в 2 смены. Один лежит, второй сидит. Потом наоборот. Комфорт? Забудь. Подушки нет. Одеяло одно на 3. Шум постоянный, свет не выключается. И душно так, что кажется, будто дышишь через пакет. Но привыкаешь. Даже к этому. Первые дни – ад. Потом просто обыденность. Главное не ныть, не жаловаться, не возмущаться. Тебя не обидели, тебе не обязаны. Ты здесь, как и все, ни лучше, ни хуже. Если рядом окажется место уважаемого, будь тихим. Если рядом шнырь, будь ровным, но без дружбы. И главное, не лезь сам предлагать себя в соседи. Это выглядит некрасиво. Рано или поздно тебя заденут. Кто-то, как-то, может словом, может плечом, может взглядом. Это не всегда агрессия. Иногда тест, иногда дурь, иногда просто случайность. Главное не перегнуть. Если будешь реагировать на каждую мелочь, устанешь. Если не будешь реагировать вообще, сломаешься. Представь, кто-то толкнул тебя, проходя мимо. Случайно? Проверка? Или просто тест на реакцию? Ты должен быть спокойным. Спокойным – это не значит пассивным. Это значит не рвись первым, но и не уползай. Если напряжение нарастает, не бойся говорить. Не кричать, не визжать, не размахивать руками, а говорить. Жестко, коротко, без лишнего. Мне не нравится, как ты со мной разговариваешь. Давай не будем мешать друг другу жить. Камера большая, места всем хватит. Говори уверенно, смотри не в глаза, а в переносицу. Это сбивает. Ты вроде бы открыт, но прочитать тебя нельзя. Не бегай взглядом, не отводи глаза. Иначе сразу подумают, боишься. А страх, как уже было сказано, чувствуется лучше запаха. Теперь важное. Если тебя ударили первым, не думай. Бей в ответ. Сразу. Жестко, четко, до конца. Ты не проиграл, если проиграл драку. Ты проиграл, если не встал. Быть жертвой опаснее, чем быть проигравшим, потому что жертву добивают, проигравшего уважают. И да, даже если ты легче, даже если не умеешь драться, характер – это главное, а не техника, не вес, не опыт. Кто-то может сказать, а может лучше промолчать? В жизни может быть, в камере нет. Если тебя сломают здесь, тебя сломают везде. Чтобы выжить, нужно не только кулаки, нужна голова. Точнее, холодная голова. Кто кричит, рвется в бой, строит из себя льва, тот, как правило, долго не живет. Морально или физически. Настоящая сила в тюрьме – тихая, незаметная, спокойная. Ты должен быть таким, чтобы не хотелось трогать. Не из страха, а из уважения. Из понимания, что ты ровный. Учись держать лицо, учись дышать, когда душно. И самое важное – учись молчать. Молчание – оружие. Громкие слова ничего не значат, а тишина запоминается.
Если кто-то говорит с тобой развязно, смотри на него в переносицу. Не в глаза, не вниз, не в сторону, а четко, в точку между бровями. Такой взгляд сбивает с толку. Он вроде бы прямой, но ничего не выражает. Вроде бы смотришь, но не читаешься. Если тяжело держать такой взгляд, выбери точку рядом с его лицом и смотри туда, постоянно, неотрывно. Это вызывает тревогу. Человеку кажется, ты что-то видишь, что-то знаешь, что-то решаешь. Никогда не шевели глазами. Не бегай ими по углам. Это признак страха или лжи. Даже если боишься, не показывай. Даже если не знаешь, что сказать, молчи. Здесь уважают тех, кто держит себя, а не тех, кто первый лезет в перепалку. Ты внутри, все идет своим чередом. Вроде бы тебя приняли, но ты все еще не знаешь, кто есть кто. В камере не принято задавать много вопросов. Это подозрительно, это раздражает. Но ты ведь новичок, и вопросов у тебя море. К кому обращаться? Лучше всего к тем, кто рядом на нарах, таким же, как ты, новичкам, тем, кто еще не стал частью системы. Они не выше тебя по статусу, они не будут воспринимать твою просьбу как вызов. Никогда не обращайся сразу к лидерам, даже если кажется, что они свои. Они могут посчитать твои вопросы за наезд, а могут залезть. И то, и другое плохо. Не дружи с теми, кто ниже. Если ты начнешь общаться с низами, на тебя так и будут смотреть сверху. Общайся с равными. Только так ты не потеряешь лицо. И помни, в тюрьме доверие не раздают, его не покупают, оно приходит или нет. А пока наблюдай, кто с кем, кто кому что говорит, кто как смотрит, и делай выводы. Твоя задача не найти лучшего друга, твоя задача не оказаться крайним. Снаружи ходят легенды, мол, в тюрьме стоит только оступиться, и тебя опустят. Мол, спросили, будешь ли есть хлеб с параши, не ответил правильно и все. Это чушь, мифы, выдумки. Обычно от тех, кто в жизни и камеры-то не видел. Опустить это не шутка, это крайняя мера, это приговор. И он не дается за глупость. На зону тебя не опустят просто так. Никто не будет этого делать ради забавы. Это опасно, это край. Опускают за серьезное. Предательство, долг, беспредел, контакт с опущенными. Иногда по ошибке, иногда по беспределу. Но такие случаи редки, очень редки. Если ты держишь себя, ничего не случится. Если тебя проверяют на вшивость, типа будешь есть мыло со стола или хлеб с параши, не ведись. Скажи спокойно, у меня голова болит, не мешай, и все. Если человек будет настаивать, можно обратиться к рулевому. Слушай, здесь таких принято бить, или как с ними? Если скажет бить, значит бей. Даже если боишься, даже если меньше вдвое, потому что важен не результат. Важно, что ты не струсил. Опустить могут не слабого, а того, кто не встал. У любой стаи есть альфа. В камере это неформальный рулевой. Его зовут просто Руль. Он не начальник, не смотрящий, но без него камера, как машина без тормозов. Он следит, чтобы не было шума, чтобы не летали кастрюли, не орали голоса, не гремели стены, потому что за шум будет беда для всех. Если камера начнет кипеть, контролер нажмет тревожную кнопку. Через 2 минуты влетит тюремный спецназ. Они не разбираются, кто виноват, бьют всех подряд. Влетят жестко, с дубинками, с криками. Кого-то уложат лицом в пол, кого-то потащат в карцер. После этого долгие разборы. А пострадают все. И вот тут становится плохо не только вам, а и самому рулю. Он не справился, он не удержал. Поэтому ему важна тишина, порядок, ровность. Если в камере появляется кто-то, кто нарушает этот порядок, руль первым пойдет разбираться. Не кулаком, словом. Но это слово будет весить тонну. Рулевой не агрессор, он как пастух. Не для того, чтобы давить, а чтобы не разбежались. И если ты будешь держать себя, он тебя не тронет. Если будешь вести себя по-пацански, может даже поддержит. Проходит день, второй, неделя, месяц. Ты уже не такой, каким зашел. Ты научился сидеть, научился не лезть, научился не трогать и быть незаметным, когда надо. Кто ты теперь? Ты один из. Ты знаешь, где лежат шнури, знаешь, кто из второй семьи, знаешь, как звать того, кто всегда варит макароны.
Ты стал частью декора, частью системы. Ты больше не выделяешься, и именно поэтому выжил. А в какой-то момент ты замечаешь, тебя уже спрашивают, с тобой советуются, тебя уважают. И ты понимаешь, ты прошел. Тюрьма не ломает за день, но за месяц она стирает то, что было на воле. Остается другое, жесткое, устойчивое, холодное. Теперь ты знаешь, что можешь, знаешь, где твой предел. И знаешь, как вести себя, если снова окажешься здесь. Но лучше не возвращаться. Камера уснула, кто-то храпит, кто-то читает, кто-то думает. Ты лежишь и вспоминаешь, как все начиналось. Дверь, взгляд, первая фраза, место удички, тот разговор в углу, первый толчок, первое обмолчание, первая драка. А теперь ты здесь, живой, целый, не сломленный. И ты знаешь, что если однажды сюда попадет другой, ты уже будешь тем, кто посмотрит на него сверху. Не с презрением, а с пониманием. Ты прошел, и теперь либо уйдешь наружу, сохранив лицо, либо останешься тут, надолго, уже по другую сторону системы. Выбор за тобой. Мир. Спасибо за просмотр. Подписка и лайк – лучшая поддержка этого проекта.